Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Мини-сериалы – популярный формат в киноиндустрии. Он стал настолько качественным, что может вполне конкурировать с полнометражными проектами. Такой формат позволяет рассказать историю во всех подробностях. Сегодня кино ориентировано преимущественно на подростковую аудиторию. При этом мини-сериалы взяли на себя роль, которая раньше принадлежала художественному кино, и несут другую эстетику. В прошлом ролике мы рассказали вам про лучшие сериалы от HBO. В этом видео мы приготовили вам подборку увлекательных сериалов для длительных и томных зимних вечеров. Поехали! Главный герой этой истории – пастор католической церкви Джесси Кастер, в тело которого волей судьбы вселяется сбежавшее с небес могущественное существо, имя которому Генесис. Это чудотворное существо – результат прелюбодеяния между ангелом и демоном и является собой сочетание света и тьмы. Ему подобных нет. Единственный равный соперник – это Бог. А значит, носитель Генесиса непроизвольно становится самым грозным оружием материального мира. И этот, в кавычках, счастливый билет достался Кастеру. В поисках ответов на все волнующие вопросы служитель церкви отправляется в паломничество. «Проповедник» – мистический приключенческий сериал, приправленный черным юмором и сатирой. Это отличная и нестандартная история, поданная просто гениально. Доминик Купер и Джозеф Гиллан идеально справились со своими ролями. Сюжет настолько интересен, что не отпускает с первой минуты просмотра. В целом сериал на 10 из 10 и однозначно стоит потратить на него свое время. И поверьте, для тех, кто еще не смотрел его, он окажется очень неожиданным. Сюжет сериала «Однажды ночью» о мрачной истории, которая произошла с парнем, решившего провести бурную ночь с незнакомой красоткой. Студент университета пакистанского происхождения без спроса берет такси отца, чтобы добраться до вечеринки. Эта поездка станет для него роковой. Катаясь по улицам города, парень не может найти нужную улицу и вскоре встречает симпатичную девушку по имени Андреа. Они проводят вечер вместе, который завершается страстной ночью любви. Но, проснувшись утром, он находит ее тело с ножевыми ранениями. Что делать и как быть, и кто виновник убийства девушки? «Однажды ночью» – 8-серийная криминальная драма совместного производства HBO и BBC Worldwide. В целом, этот сериал не о расследовании убийства, а о системе правосудия в тюрьмах США. Прекрасно подобранные актеры, продуманный сюжет и невероятное переплетение диалогов – все работает на конечный результат. Это тот случай, когда после просмотра появляется сожаление, что продолжения нет. Однажды в полицию обращается девочка-подросток. Она утверждает, что незнакомец в маске ворвался в ее дом и изнасиловал ее. Правоохранители тщательно осмотрели дом девушки. Но допрос соседей и поиски улик ни к чему не привели. Следов взлома замков не обнаружено, а все вещи на своих местах. Тогда девушку обвиняют в лжесвидетельстве. Но в полицию начинают поступать такие же заявления от других женщин. Решив докопаться до истины, два детектива берут дело под свой контроль. Расследование показало, что жертв на самом деле было гораздо больше. Невозможно поверить, мини-сериал, созданный режиссером украинского происхождения Лизой Холоденко. История основана на реальных событиях, произошедших в пригородах Сиэтла и Денвера в 2011 году. Психология и эмоции героев показаны очень естественно. Процесс следствия настолько досконально показан, что вполне может являться учебным материалом для студентов, будущих криминалистов и следователей. Рекомендую всем любителям детективного жанра, а также любителям хорошего, добротного, глубокого кино. Это история о семье, которая приобрела готический особняк с привидениями. Цель довольно проста – отреставрировать и продать подороже. Чтобы сократить расходы и быстрее закончить ремонт, главный герой принимает решение. Несмотря на возникшее противоречие с женой Оливией, супруги переезжают вместе с 5 детьми в особняк. На новом месте дети обследуют новое жилье, блуждая по его комнатам. Они не предполагают, что банальная смена места жительства приведет к жутким последствиям для всей семьи. «Призрак дома на холме» атмосферный, загадочный, впечатляющий и безумно красивый. Настоящим украшением картины стала актриса Кэтрин Зета-Джонс, стильная, властная и просто красивая. В сериале прекрасно все – антураж, игра актеров, диалоги, наполнены смыслом и душой. Перечислять можно до бесконечности. Сегодня мало фильмов и сериалов, которые хочется пересмотреть. Здесь же все наоборот. И все же на ночь смотреть не рекомендую. Действие сериала «Сопрано» разворачивается в Нью-Джерси. Это история криминального мира итальянской семьи Сопрано. В этом мире царят свои законы и понятия. Главой клана является Тони Сопрано, суровый сицилийский парень и крупный мафиозный авторитет. Он уверенно руководит кланом и решает любые проблемы. А вот дома все по-другому. Дети совсем отбились от рук, а брак на грани разрыва. Но и внутри мафии тоже случаются проблемы. А еще нужно успеть забежать к любовнице.
Все это приводит Тони к нервному срыву. Чтобы решить проблемы, личный врач Тони назначает ему курс у психотерапевта. Но учитывая то, чем он занимается, главарь мафии не все может рассказать лечащему врачу. «Сопрано» – это отличный сериал в стиле американской классики «Крестный отец». Большой акцент в сериале сделан на семейные отношения, раскрывая известную проблему отцов и детей. Джеймс Гандольфини в роли главаря мафии просто превосходен. В общем, если вы любите сериалы со смыслом, то «Клан Сопрано» для вас. Марианна и Коннелл – ученики старших классов в маленьком ирландском городке. Коннелл активен, харизматичен и очень популярен в школе, а Марианна – серая мышь, которая предпочитает держаться в тени. Они абсолютно разные по характеру, социальному статусу и темпераменту. И все же они сошлись самым невероятным образом и влюбились пылко и нежно. Но между ними встает популярная в школе блондинка, которая и явилась причиной тяжелого разрыва. «Нормальные люди» – ирландский драматический сериал, снятый по одноименному роману Салли Руни. Это очень чувственная история. Это один из тех сериалов, которые полезно смотреть в одиночестве. Он пробуждает всплески эмоций, способные вызвать воспоминания о первой влюбленности. Некая томность и искренность, происходящая на экране, побуждает переосмыслить все свои прошлые отношения, понять скоротечность влюбленности и перерождение ее в нечто другое, особенное. Отношения между Марианной и Коннеллом – это хрупкая, пронзительная связь, пронесенная через столь долгий отрезок их жизни. Есть в Западной Пенсильвании небольшой городок Истаун. Мэйер Шейн в нем живет и работает в местной полиции. Детектив провела здесь детство и юность, училась в школе и колледже, вышла замуж, родила детей и развелась. Самые громкие преступления здесь – это незначительные кражи и мелкое хулиганство. Но в один момент происходит трагедия, несвойственная для этих мест. В лесу обнаруживают тело убитой девушки. Чем глубже Мэйер погружается в омут этого дела, тем больше натыкается на подводные камни, скрытые в глубине. «Мэйер из Тауна» – мини-сериал в жанре криминальной драмы. Это один из главных хитов HBO 2021 года. Наполовину социальная драма о жизни в американской глубинке, наполовину крепко закрученный детектив, который изящно вводит зрителя за нос. Замечательный актерский состав во главе с Кейт Уинслет усиливает воздействие на зрителя. Этот сериал не просто еще одна драма о жизни в маленьком городке. Это емкая и увлекательная история о жизни, любви, потерях и болезнях. В центре сюжета этого сериала один из самых известных серийных убийц Америки. История каннибала Джеффри Даммера берет свое начало в 1978 году. Это мрачная и тревожная история сосредоточена на разоблачении чудовищных преступлений, жертвами которых стали 17 мальчиков и подростков из малообеспеченных семей. За это преступник получил прозвище «Монстр из Милуоки». Некомпетентность и нежелание полицейских детективов заниматься расследованием этого дела помогли преступнику долгих 13 лет избегать наказания и продолжать свой кровавый путь. «Монстр. История Джеффри Даммера» – это первый сезон сериала антологии «Монстр», основанный на реальных событиях. Каждый сезон – это отдельная история громкого преступления. Это превосходный сериал в своей категории. Жуткая реальность, ужасная история, кошмарные и зверские убийства. Подобные сцены обыграны в самой мягкой манере, но осознание реальности событий постоянно преследует зрителя. В центре сюжета беспощадная семья Ашеров, обладающая властью и богатством. Однажды Родерик приглашает друга детства посетить семейный особняк. В усадьбе царит гнетущая атмосфера, а поместье окружает невероятно мрачный пейзаж. Родерик надеется, что приезд друга взбодрит сестру. Мэдилейн больна, и, похоже, ее дни сочтены. Совсем скоро Мэдилейн умирает, и ее хоронят в фамильном склепе в подземелье замка. Дети Родерика тоже загадочным образом начинают умирать один за другим. В результате гость оказывается втянутым в жуткую историю, связанную с поместьем и его жителями. «Падение дома Ашеров» – мистический хоррор, созданный для платформы Netflix. В основу сюжета легли произведения Эдгара Аллана По. Режиссер мастерски рисует картину, выстраивая внутрикадровую атмосферу за счет визуального ряда и музыкального оформления. Все на экране выглядит увлекательным и хочется рассматривать каждую деталь. Так что смотрите и кайфуйте от эстетики. Действие сериала происходит во второй половине 19 века. История повествует о храбром солдате конфедерации, жену и маленького сына которого убили солдаты Союза. Колин одержим поисками виновных, чтобы совершить возмездие. Следы преступников привели отчаянного мужчину в небольшое поселение Ад на колесах. Городок основан работниками компании, строящей первую трансконтинентальную железную дорогу. Это дыра, населенная проститутками, геодезистами, торгашами и прочим сбродом. Ад на колесах – драматический вестерн.
Это история о непростых временах, наступивших после тяжелой и кровопролитной войны Севера и Юга. Очень хорошо переданы исторические моменты взаимоотношений белых и черных, индейцев, южан, северян, мормонов, католиков, ирландцев, янки и так далее. Быт передан настолько реалистично, до мелочей, что иногда кажется, что ты чувствуешь запах костра и еды, которую готовят. Сериал хорош во всех отношениях. В общем, идите и смотрите. У меня на сегодня все. Надеюсь, сегодняшняя подборка вам понравилась и вы что-то для себя отметили. Не теряйте возможность окунуться в удивительный мир кино. Мы и дальше будем рассказывать в наших роликах про те проекты, которые достойны твоего внимания. А для того, чтобы не пропустить, тебе нужно всего лишь подписаться на нас. Смотрите и другие наши ролики, вы найдете там много интересного. И главное, помните, что даже самая великая идея не может быть выше чьей-то жизни. Всем пока-пока, услышимся.